Владыка миров. Жизнь планеты. Сохрани световое воинство. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Спасти саму жизнь на планете, как можно большее количество человеческих существ. И поэтому, призвав солнечный свет сердцем, возможно усилить и понять эту передачу, и одновременно взойти на более высокий уровень разума, рассудка. Это понимание должно быть не просто пониманием, действием, действенным пониманием, ибо угроза ядерности велика. За совсем небольшой период времени произошли те испытания, те взрывы акционности, которые нарушили саму вибрацию планеты. И, продолжая бой, происходит то нарушение, которое человеческому физиологическому пониманию недоступно. Миру велика опасность. Поэтому удержать, увидеть, понять, что происходит, необходимо быть в звуке согласности сердец. Не рассудочной части, а понимание это возможно именно сердцами. Многочисленность переданной мудрости на этом канале «Новое пробуждение человечества» почему не слышно множество вас? Только потому, что привычно линейности, рассудка принимается. И тогда не видна, неощутима та глобальная угроза, которая стоит сейчас над всем планетарным человечеством. Много было передано световыми цивилизациями и владыками света. В этих передачах всегда звучит их истинность. Идет борьба света с тьмой. Это так принято на человеческом, ложно-лукавом произношении. И это привычно стало. Все нормально, там взрывают, там убивают, это все нормально, это все тьма со светом борется. Это ересь. Это человечество, потерявшееся, создало такую немыслимо темную тьму. И вот эта тьма, вот это то, что создано человечеством. Эта тьма, не созданная Создателем. Вот это нужно сейчас каждому вашему сердцу услышать. Это не тьма, создана Создателем. Создатель не находится в космических тех просторах, которые считывают какие-то медиумы подчиненные, атрофировавшие божественность, и считывают нигилизм, нет. Создатель находится выше всего этого. И Он чистый свет. Он настоящее, могущественное, созидательное творение всего. Иначе бы это нереально было бы создавать такие миры, галактики, мегагалактики. И вот сейчас, не разбирая тщательно, а просто поверить и коснуться. Вот сейчас, в этот момент реально коснуться своего сердца. Ведь там, в сердце, есть какая-то другая измеряемость, какая-то честная. Пусть она частично потеряна, но она есть. И поверив в то, что вещали, то, что создано изначально тьма и свет, и так далее, это мирская утопия. И если, вдыхая радужный свет или какую-то энергию света, вы можете понять, что он чистый свет. Когда вы бывали на природе, где был свет, и вы понимали, что он не случайен. Вы ощущали, вы чувствовали чистый свет. Вы чувствовали чистую энергию вот этой безусловной любви. Пусть это было недолго, немного, но оно было у каждого с самого рождения. В какие-то моменты, в какие-то мгновения это было касание той безусловной божественности, единого Создателя. Очень высокую не нужно брать, когда вы говорите «Создатель». Нужно к сердцу, в сердце входить, касаться его.
Создатель первичен, и Он — чистый свет. Он был таковым, и Он навечно им останется. И что сейчас происходит на этой планете, с этой цивилизацией, это заблукало, потерялось, натворило очень много зла. Поверив в эту догму, что Создатель создал, и Он является и тьмой, и светом. Не может этого быть. Сядьте в каком-то своем раздумии, вдумывании и поймите это. Одновременно вы любить и убивать не сможете. Не сможете. Перепроверьте себя, перепроверьте свое какое-то внутреннее, там, в глубинах. Создатель больше всего своего творения. И Он гораздо больше всего своего творения. Так было, и так будет навечно. Что будет с этой цивилизацией, что будет с этой планетой, это так много зависит от каждого из вас. Вот это понимание первично, оно было и осталось. Нигилизм, они настолько очумевшие безумием своим, что уже ничего не видят. И почему сила вредоносна, столько вреда и зла делают, только по той причине, что огромная масса человечества в это верит. Вдумайтесь сейчас. Если вы, миллиарды вас, перестанут в это верить и поверят в то, что нереально создать одновременно тьму. И столько этих ложных вещателей, что душа выбрала это убийство, душа выбрала. Это полная ложь. Это та темная рать. Даже если они одеты в человеческую форму и выглядят очень юными и очень красивыми на ваш взгляд как человека. Это темная рать. И нужно это рассматривать, необходимо на это смотреть честно. Без этого нельзя сейчас. И она бессильна, она обессилится, как только вы это поймете. Создатель выше своего творения. В каждом своем творении Он оставляет частицу себя. Он оставляет и в космосе, и в самой планете, и в каждом вашем сердце. Жизни, огня, победоносного огня, который существует. Чистоты силы, собственной силы Создателя. И она движет, и она живет вашу жизнь. То, которое дальше происходит с ней, это уже забывание Его, отключение от Него. А только принятие и утверждение вот этого сатанизма и всего такого. И если сейчас человечество воспрянет и примет эту истину, реально спасти цивилизацию. В этом есть великая реальность. И об этом нужно вещать, и об этом нужно яростно передавать всюду и повсюду. И первично это одновременно, и передаешь, и исцеляешь сам себя. Ты веришь, ты это утверждаешь, что первично ты, каждый ты — это дух. Это дух, в котором там горит огонь самого Творца. Это искра, и она находится в ваших сердцах. Да, у кого-то заглушилось, где-то что-то забылось. Но поднять ее сейчас, в это неспокойное, казалось бы, катастрофическое время, реально. И когда эта реальность станет вашими помыслами, хотя бы на какой-то больший процент, чем 2%, она восторжествует в вас, она исцеляет ваши тела. И если она вас живет, то это как много она дает. Вот это и есть та энергия, о которой бегают и кричат со всех сторон, и что-то там доказывают. Как можно взять энергию, как можно подключиться, как можно урвать и так далее. Нет. Войти в свои те чертоги истинности, понять их, принять. Дать рассудку успокоиться, убрать вот этот нигилизм, вот эту всю шелуху. И засиять вот тем светом непомерной силы, которая есть в каждом из вас. Практически в каждом. Верим, ибо те, кто будет слушать, они обладают этим. А те, кто не слушают, там полностью каббала нигилизма, полностью каббала архонтов. И не судить. Никого не осудить, а себя тем более. И только это поможет достать, дотянуться туда. Ибо Он не судит, у Него безусловная любовь. Пойти по Его правилам, которые Он создал. Все, что Он создает, навечно. Как сам Он является этой вечностью, этой бесконечностью и сияющей бесконечностью. И тогда это станет в вашем дыхании. Даже те, кто будет слушать,
поймут, что дыхание становится легче. Если вы это утверждаете сейчас, дышать становится легче. Такое впечатление, что рассвет и Меир везде. Изначальный Меир шумит, звенит своим изначальным звуком силы. И ваши легкие вдыхают этот аромат весны, эту бесконечную весну. И вы это можете ощутить. Вы здесь, сидя каждый в своем помещении. И каждый, может быть, чувствует холод и ветер, и вместе с тем, внутри тепло вы сейчас ощущаете. Если позволяете, вы каждый ощутить это тепло. Как? Как? Ведь вы сотни тысяч километров находитесь в разных местах. Но ведь это правда. И правда всегда сияет. Правда всегда горит, и она честностью своей освещает, освобождает и исцеляет. И мощь это Создателя наполняет. И это не единовременно, это навсегда нужно этим стать. Это та мощь, которая есть у вас, как бы вы себя ни чувствовали. Забыть, вычистить себя, убрать все, что мною создано, очистить, простить все и вся. Никогда, ни при каких условиях я не буду подчинен никакому нигилизму, я славлю изначальный Меир. Я его принимаю. Я им стал. Я им являюсь. И когда эти звуки будут звучать очень сильно вот этой областью гортани, волевым центром и одновременно солнечным единением, ваше тело мгновенно приходит в состояние то, что вы называете расслабление. Нет, оно вслушивается в истинность своего познания. И вслушиваясь в эту истинность познания, оно приобретает звук этой истинности. Звук приобретает. Не просто как для многих вибрация, это что-то далекое. Нет, это и есть этот звук. Это звук вашего слова, он приобретает ваше тело. А приобретая этот звук Меира изначального, свободы, вот это и есть высвобождение. Освобождение от всего нигилизма. И есть то правило, которое существует законом, созданное Создателем. Его из них никто не может переделать. А вы, об этом зная сейчас, принимая, вы это можете уместить в своих сердцах. Вы это можете. Раскабалить свои сердца, снять эту кабалу. И этим быть. Это не так сложно. Это же вы. Каждый вы. И в каждом есть это сердце. Да возьмите же вы все в свое правление, в свои руки. Станьте этим. У каждой части вашей гортани, она также сопутствует звуку вибрации вашего головного, спинного мозга, окружности головы и всего мозгового центра. Всей мозговой структуры. И как быстро вы поменяете правила, знания, все за какие-то считанные одночасья, так это звучит, и так это может происходить. Да, вы будете это дорабатывать, да, вы будете это утверждать. Но изначально усилить сейчас вот это могущество изначального Меира, это реально. Если этот оплот мощи света, мощи радости, мощи изобилия, изначальный Меир, зазвучит у множества. Для наивысшего блага вы в себе это творите. И вот тогда вы свободу обретаете. Свобода – это уходит нигилизм, эти программы, эти подключения, эти сублимации и внедренные сущности. И их немалое количество есть на планете сейчас. Но этот изначальный Меир, их там не было. Почему вам так яростно нужно призывать этот изначальный Меир, их там не существовало? И они поэтому и стравливают бесконечно страны, народы, чтобы вечная была война. Ибо как только вы призовете и начнете утверждать этот изначальный Меир, они убегут, они не смогут выдержать. Ибо это ясность, яркость, истинность – это тот рай Творца, изначальный. Все это так просто. Поверь, ты каждый сейчас. И передай ты множеству. Нет концепции, нет каких-то уловок. Чья религия, где кто прав. Великие аватары человечества, великие мудрецы, они там в равенстве находятся. И Будда, и Иисус, и Архангел Михаил,
Они там в равенстве, и они почитают вот этот изначальный Меир. Почему там такой изначальный Меир? Только потому, что они это знают, этим живут, это происходит у них. И вам нужно только в это поверить сейчас. И все катаклизмы, которые они искусственно добавляют, и планета перегружена тьмой, вот этой вашей верой, вашим этим внедренным в человечество, что это закон мира. Нет, это не закон. Это их законодательство. Всего лишь навсего их законодательство. А закон Всевышнего, тот, кто создал, Создателя. Каков Он? И Он в моем сердце, и я это пойму, и я это достану, и я дотянусь туда. Я снесу всю эту нечисть, которая грузит меня. И то, что я сотворил, то, что я боялся, то, что я верил, я это растворяю. Я превращаю в свет. Я призываю фиолетовое пламя. И пусть оно горит и исцеляет все это. Я каждый. С этой секунды хочу призывать фиолетовое пламя в благодарение и в непомерной силе радости. И в непомерной такой уверенности в то, что оно исцеляющее, и оно спасение даст всему человечеству. Всей цивилизации. Ведь это миллионы лет прошло. И сейчас опустить руки и ничего не делать невозможно. Возможно это все спасти. Возможно это реформировать все. И они не смогут, они остановятся. Их совсем немного, и они смотрят как на животных. Почему вы так животных любите? Потому что они на вас смотрят как на животных, которых можно накормить, дать им какую-то усладу, и они будут повиноваться. Не повинуюсь, поднимусь, услышу и призову я, Меир тот изначальный. Не повинуюсь больше тьме я. Нет. И раскрепостить, освободить, и дух, и душу я свою смогу. Сознанием, уверенностью, вот сейчас. Вот в это время, в эту секунду я смогу. Могу, могу, могу. В единстве солнце, небо, человек, земля. В единстве там, внутри себя. Могу, могу, могу. И если этот гул будет такой сильный, такой искренний, он это сможет. Это произойдет. Ибо это все звук звучит в вашей гортани, эта вибрация звука этого влияет и на мозговые волны, и на правое, левое полушарие. И на все сосуды головного, спинного мозга это дает важность вот этой гортани вашей, вашего звука. Могу, могу, могу. И это в глубину и в высоту, чтобы ваши высшие аспекты услышали вас. Я выбираю переход. Я выбираю служение Создателю, единому, тому настоящему. А все лукавство, всю ложь я удаляю. Я выбираю. И смотрите, здесь никому вы не подчиняетесь. Нет подчинения, нет лукавства, нет обмана. Вы в свое сердце идете. И вот тогда индивидуальность, которую создал Создатель, создавая Меир изначальный, Он там же создал эту могущественную силу, которой вас наделил этой непомерной индивидуальностью. И приняв ее, признав, вы даже в эти дни за доли секунды, пусть будут это секунды, вы сможете ее ощутить. Вы сможете почувствовать непомерность силы в себе. Как сильна эта индивидуальность! А все, что хотели эти, сделать вас стадом послушных зверушек, мышат и так далее. А вы индивидуальность свою зажгите. Ибо Христа сознание индивидуально. Это ваш оплот, это ваше могущество. Это ваша сила. И только индивидуальность может ее поднять. Ответственность, конечно же, за все. За все. Я никого не осуждаю, я силу свою возвращаю, очищаю, высвобождаю сам себя. Сама себя. Я волю Богу своему в себе, я возвращаю. Я волю Бога принимаю. И вот эта гортань, она должна стать, может стать очень синего цвета. Непомерной синевы небес, ваша гортань, ваша область гортани. Я нахожусь в сейчас.
Я нахожусь в сейчас. Я нахожусь в сейчас. Вечное сейчас. Вам нужно вернуть вот эту свою дидрахму. Она – дидрахма, которая будет именно в сейчас. Не бегать по каким-то прошлым воплощениям, вам нужно сейчас это все сотворить. И это самый простой, он непростой, он очень настойчив должен быть, он очень бесконечный. Само по себе это не происходит. Но звук в сейчас, ответственность я выбираю. Я каждый индивидуальный. Вы же Бога в себе признаете тогда. Бога настоящего. Вот эту часть Создателя Единого. И вам нужно убрать как можно быстрее стыд. Первично стоит стыд. Вы этим из поколения в поколение загрязли в нем. Вы стыдитесь самих себя, вы стыдитесь родителей, вы стыдитесь своих детей и так далее и бесконечно. Ибо вы всегда стремились, и вам это внушали и показывали, кто важный, кто умный. Ведь это президент, банкир, какой-то актер, какой-то фильм. Все фильмы сняты об этом. Там страдай, страдай, страдай бесконечно, а потом где-то будет чуть-чуть какая-то лукаво-ложная любовь. И вы к этому привыкли, что любви нет. Есть. В сердце она есть. Та, безусловная. Если это правда и это истина, и если я верю, что все, что создает Создатель, есть его частица, значит, она есть в моем сердце. Значит, там есть безусловная любовь ко мне самому. Ко мне самой там есть. И значит, если есть эта безусловная любовь, то нет чувства вины, нет чувства стыда. Стыд угнетает, он разрушает божественность вашу. Он вашу мембрану закрывает, он ее делает как в тисках, она находится. Диафрагма ваша, которая удерживает ваше дыхание, ваши легкие. А мембрану разрушит, ту, которая окружает ваш сердечный, цикличность ваша. Сердце состоит из многих уровней. И вы проживали, и многоуровнево вы проживали. Так может у сердца лучше спросить, что мне нужно сделать, что мне нужно изменить, что мне нужно сказать, а не в каких-то ложных, кулуарных, которые сами так далеки от истины и что-то вещают. И доверять я буду только сердцу своему, ибо если оно перестанет дышать, меня не будет. Как-то так, как захотите, по-своему это скажите, и тогда ваше сердце будет слышать. Вибрация вашей гортани будет отзвуком идти на ваши мозговые волны, и она, эта вибрация гортани, она служит сердцу. Волевой центр вашей воли, воли Бога, он сердцу, вот той искры, вот того первичного Создателя, он его только должен был принимать. И тогда бы не было ошибок, не было бы их, не было бы такой тьмы, где погрязло все. И возможно, и до каждой последней секунды надо это действовать. Надо сделать так, чтобы это зазвучало у множества, миллиардам это передать. Принять самому и передать одновременно это идет. Ведь гортань, интуитивность – это оплот силы огня космического. Там многомерность, и она выражающая. Там легкость, там радость, там сила. Да, что-то нужно убрать. Да, что-то нужно сделать. Но там такая непомерная сила, которую вы, может быть, даже тысячелетия воплощаясь, не смогли ощутить в своих физико-биологических, электрических телах. Очень сокращенно все. И вместе с тем, это совсем другая, как я, человек. Это совсем по-другому. Ведь это все звучит в вас, это вам доступно. Каждому из вас. И да, обязательно нужно добавить, что это все заговорит, если вы выбираете миир изначальный. Если вы выбираете наказать кого-то, или тащить эту обиду или стыд, это не заработает у вас. И если вы какой-то период времени слушаете или слышали эти видео этого канала «Новое пробуждение человечества», и не происходит, только по той причине, что где-то что-то не убрали с самого себя. Свои ошибки со своими близкими. И эта травля была всегда друг на друга, нация на нацию, мужчин на женщин,
женщин на мужчин, и на детей, и так далее. Это их правда. Это их та ложная, темная правда, которую они так внедряли, и у них это получалось. И сейчас, в это время, в это такое, казалось бы, неимоверно опасное время, возможно поднять и совершить вот этот квантовый прыжок. Это реально, это так возможно. Ибо то, что вы испытаете, если усугубится все, это несравнимо ни с какими страданиями, которые вы прожили за тысячелетия, и не одно тысячелетие. Вот такая стоит сейчас тьма, которая все больше и больше нагнетается. Нагнетаемая вашим стыдом, вашим страхом. Ничего этого не создавал Создатель. А если Он этого не создавал, а если Он создал только Миир этот изначальный, только эту силу радости, только самое прекрасное, то так легко это все рассыпать, растворить, избавить, исцелить. Вот все то, что создано, где там нет Бога, там нет этой искры божественной. Это все создано человечеством. Функция человеческого мозга без божественной управляемой силы, без этого оно создано. И первично обвинять. Конечно, не очень хочется признать свою. Но как прекрасно силы появляются, когда признаешь свои ошибки. Да, это я. Да, я грустил, да, я хотел и мысленно и убить, и отлупить, и избить, и все, что угодно сделать. И это все ментальный этот груз, который сейчас управляет цивилизацией, практически все задействовано. И здесь есть такая скорость неимоверная, когда для наивысшего блага. Ибо все поставлено на то, чтобы в такие серые массовые включился свет. И вы те, кто можете этот свет включить. Включив в себе, вы будете его излучать. И не смотрите, какая будет реакция, с кем вы общаетесь, или еще что-то. Вас интересует Миир всюду и повсюду. Тот изначальный Миир, Творца-Создателя. Создателя без религии, без национальности, без культов, без всяких родины. Ибо вся планета едина. Она одна на всех. Она одна у всех. Он не мог так жестоко или так деформированно создавать. И признав вот эту ересь их, и она не имеет ярости. Ваши страхи, ваши чувства вины дают этому ярость. И оно вот это темное, оно сколько бы ни поглощало, оно не развивается, оно не может расти. Оно не может благоухать, оно не может развиваться. Оно только может в этой тьме своей безжалостно поглощать все светлое. И его никогда не накормить. Никогда. Чем больше ему дают вот эти страхи, вот эти суждения человеческие, его расширяют. И оно все больше и больше поглощает. И тогда да, Нефилим, конечно же, участвует. И нет призыва того, что к единому Создателю. Что мы выбираем Миир. Мы выбираем жить. Очень мало он звучит. А то, что сильнее звучит, это же человечеством создано. И на то и ответ будет. Ибо вам дана свобода всем-всем. И однажды создав эту свободу, он ее никогда не заберет. Он не заберет ее. И поэтому сейчас для множества вы перешли как человечество, как нации. Углубились в этих национальных расприях, и это само по себе нарушение. И вот это нарушение усилило карму человечества. И когда идут вот такие серьезные катаклизмы, военные действия и разрушения, которые происходят на планете, это уже работает физическая карма. У вас не должно было быть вот этого нигилизма. Когда бы вы его потеряли, хотя бы какой-то период времени, тогда бы вы сейчас видели. Каждый из вас видели, где ложь, а где правда, и где варварство вот так главенствует и пирует. Оно пирует вот это безумное варварство, вот этот сатанизм. А вы, зажав свою ту силу божественности, это все смотрите и ждете, когда они вас освободят. Что они вообще могут сделать своим вот этим полным безрассудством, полным уходом от самого понимания, что такое свобода жизни. Те сущности нефилимского произношения. И вы от них ждете свободы.
От тех существ нефилимского произношения, в которых звучит бесконечным своим звуком уничтожение человечества и захват самой планеты. В человеческом понимании вы ждете от них освобождения. И какое точно может быть, оно вам уже показано, и вы его видите. Это одна страна пришла в другую освободить и разрушила все. Уничтожила и жизнь, и жилье, и планету. И каждый, вернувшись к изначальному себе, тому начальному, изначальному, Меиру изначальному, может сейчас остановить. И это начнется в ваших помыслах, в ваших произношениях, в ваших рассказах другим, в вашей передаче множеству другим. И это остановится. Этого не было, но и не было вознесения в человеческих телах. Не было. Вы скажете, вот на этой планете, да, не было. Но все, что он величием своим, Создатель создавал. Он верил в эту свою реальность, что это произойдет. Он верил, и он знал, и так и продолжается, и он до сих пор в это верит. И множество кто слушает, скажет, но это нереально сейчас остановить, эту мафиозную структуру государственных, и так далее. А вот он верил. И верит. Он продолжает в это верить. И все, что самое могущественное, оно спрятано у вас, оно было бездейственно. А если вы его сейчас, вот эту искру его, вот эту веру, эту волю его раскроете в себе. Воля, волевой центр, это его воля. И когда она сейчас заговорит, все произойдет. Да, вам уже очень много передали исторических фактов, где только войной могло какое-то согласие произойти. Но ведь было их великое множество, где те, настоящие силовики небесные, творили мир, останавливали. И положив сейчас правую руку на левую артерию, может кто-то захочет на солнечное единение. Спросите себя, каждый. Может, я и являюсь тем силовиком? Может, я и есть тот воин света, который останавливал, делал такие непомерные революции мирным путем, Меиром изначальным. И первично, что вы начнете себя чувствовать по-другому. Это не значит, что вы побежите сейчас на весь мир где-то как-то, а вы в себе ощутите эту силу. И вибрационность вот этой силы у множества вас выровняет вибрацию самой планеты, остановит катаклизмы, разрушения, остановит то увечье Бога в вас. Ибо это только так происходило. Это увечье, юродство. И пожелайте, чтобы все юродство, созданное каждым из вас, рассыпалось. И все юродство, которое создано на планете, покинуло планету. Все юродство, весь нигилизм, все архонты и магнаты вот этого, которые удерживают и которые правят такой массой людей, они, чтобы обессилели. А восторжествовал дух изначального Меира. Изначального Меира на этой планете, в каждом сердце. Первично вы утверждаете внутри себя, в своей гортани. И вот все, какое бы оно ни было, пусть остановится. Пусть покинет планету все то лукавство, ложность, то лицемерие, та похоть. Все те астральные демонические сущности рассыпятся, покинут планету. Пусть это покинет планету. И если вы изначально будете вот так в сердце, с сердцем разговаривать, сама победа света восторжествует. Существует божественность и великая иерархия победы света. Есть Бог победы света, Он существует, Он настоящий. И есть великие миллиарды тех световых существ, которые служат Ему, служат этой победе. И вот когда вы это начинаете утверждать в себе, вы начинаете вдыхать это. Каким это образом будет происходить, это будет зависеть от вашей искренности, чистоты, честности. Насколько сильна ваша будет честность здесь. И вот вы это поймете. Но вам нужно в это поверить прямо сейчас. И пожелать этот изначальный Меир на этой планете везде и всюду. И первично, где очень серьезная взрывная, где много ядерности. В этой стране, где идут такие непомерные взрывы,
здесь большая ядерность. И ядерность той же страны, которая разрушает, она также есть и немалая. И это не будет победы. В этом юродстве не будет победителей, поймите это. Поверьте в это, не будет победителей. Ибо было много раз сказано: они вас победили, они вами управляют. И все, что они хотят, это управлять планетой. Здесь также вышел уже другой указ Создателя, и планета является свободной. Ей дают право свободы и выйти для того, чтобы не разрушить, не принести вред галактике, другим мегагалактикам. Ибо вот такая могущественная ядерность, она опасна. И вот если в вашем сердце сейчас загорится, а море верит в это, то огонь Творца, тот изначальный Миир. Изначальный Миир, вы станете силовиком света небесного. Вы им сможете стать. Архонты бессильны, как бы о них ни говорили, какую бы участь они ни выполняли в предыдущие века. Сейчас Создателем, самим Создателем стоит вот это – задействовать свободу воли. Воле Бога задействовать. А они безвольны здесь. А они в это время, вот сейчас, у них этого нет. У них нет этой воли Бога. Нет, она отобрана у них. Они сброшены, их не живит свет, не дают. А вы это получаете. Какая сила, мощь может сейчас подняться, Миира изначального? Миира изначального. Какая могущественная та, пусть может быть где-то вам непривычно, где привыкли себя человеком считать. Но она существует. Она есть в ваших сердцах. И раскройте еще как можно больше, что такое водная стихия, что такое изначальная сила воды. Не сознанием линейности посмотрите это видео, а именно сердцем послушайте. И добавьте ко всему тому, что вы сегодня слышали, силу воды. Вы 80% вода. 80%. И за мгновение можно ее перестроить, переструктурировать. Да, понадобятся дни, но начало пойдет и пойдет, и пойдет. И первично, что вы ощутите, конечно, какие-то болевые дискомфорты. Но это такая малость, по сравнению с тем, что вас ожидает тот Миир изначальный. Это так много будет потом. А если вы сейчас поддадитесь вот этому лукавому, что это неправда? Раз передают об Бога, и я ощущаю боль. Это их лукавство. Вы услышали, почему вы будете ощущать боль. Потому что дисфункция головного, спинного мозга. И сегодня голова будет у всех по-разному себя чувствовать. И поэтому какие-то компрессы соляные, какие-то массажи, какие-то утверждения, водные процедуры, питье воды вспомогательно дадут вам эту силу. И безусловную, свободную, нескончаемую любовь творения Создателя. Ведь в этом сила, и она у вас сокрыта. Достаньте ее. Вся природа, все элементалы огня, воздуха, воды, земли обращаются сейчас к вам. Они существуют. И так они перегружены вашим нигилизмом, вашим почитанием смерти. Они это чистят бесконечно. Восстань сознание Создателя Единого внутри себя, каждый. Восстань. Миир изначальный. Миир изначальный. Миир изначальный, созданный Создателем. Призови, утверди и удержи в помыслах сердца воле Бога в себе. И неси его как можно быстрее, как можно яростнее, как можно сильнее и дальше, дальше. Везде и всюду. Пусть ничто тебя не остановит, тот силовик неба, который воплотился здесь и сейчас. В это время вспомни об этом. Он не может за вас делать, потому что он даровал вам, Создатель, свободу. Он ее не может забрать. Пожелайте стать этой свободой, дарованной Создателем. Свобода изначального Миира там звучит. Там свобода не то, что я хочу убиваю, а хочу разрушаю. Нет. Там созидательная свобода звучит изначально.
Нет такого понимания, что страна, страну разрушив, освободила ее. Загубленностью, потерянностью самой почитаемости жизни выражается именно в обмане, юродстве и полном нравственном бездумии. Освобождение происходит убийством. Освобождение от чего? И понимание это есть у всех тех, кто это разрушает. Их уловки, их вот этот демонтаж и множество тех, кто на это смотрит равнодушно, это также соучаствует во всем этом. Невозможно спрятать. Только по той причине, почему, каким образом, вы ведь порой мыслили. Мыслью, словом, можно реконструировать силу огня, света, в тьму. Мыслью, словом, ее у вас не видят. Но почему тогда, воплощаясь, каждый имеет свой багаж кармы? Почему? Потому что каждая мысль идет по тем линиям космическим, где там каждая ваша мысль, каждое ваше слово отмечается. И что посеешь, то и будет тебе возвращено. Вдохните свежесть горного ветра сейчас, морской силы, и измените каждую мысль свою, и каждое свое слово. Восстань воля Бога в каждом. Восстань воля Бога. Восстань воля Бога в каждом. В каждом. В каждом.